Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2026 года. Ну что говорить, неделя обещает быть классной, яркой и интересной. Множество энергии, сил. Нам требуются коммуникации для того, чтобы начать эту активную неделю. Ведь у нас с вами в понедельник новолуние в Близнецах, в воскресенье у нас летнее солнцестояние, и Солнце переходит в первый градус знака Рака. Множество гармоничных аспектов. Естественно, будет и напряжение, без этого никуда, потому что, как показывает жизнь, если у нас только одни гармоничные аспекты, то мы, как правило, расслабляемся. Поэтому здесь доля напряжения, естественно, будет. Ну, а гармонии очень много. Ну что, поехали. В целом, даже не могу поделить неделю на какие-то участки, какие-то очень спокойные, легкие. В целом, неделя требует от нас движения. Могу сказать, что выходные будут более приземленными, потому что суббота и воскресенье Луна будет находиться в знаке Девы, когда нам нужно думать четко, планомерно, продуктивно. Ну а так, как вы поняли, неделя начинается с Луны в Близнецах, с новолуния, включается новый лунный цикл, который требует от нас на ближайшие 29 дней коммуникации, активности, движений, умение договориться, сгладить какие-то неприятные углы. Здесь нежелательно лежать на диване, главное что-то делать, двигаться, решать вопросы, задачи с учетом того, что очень много гармоничных конфигураций. Это моменты, аспекты, в которых хорошо бы заработать денег. Неделя хороша для новых начинаний, ярких проектов, избавление от старого прошлого в том числе. В новое будет идти сложно, уже будет открываться такое внутреннее состояние, что у меня получится, потому что с 15 июня уже распадается оппозиция Солнца с Лилит. И да, новый лунный цикл в Близнецах, хочешь не хочешь, заставляет нас ускоряться. Вот такая история. Понедельник – классный день, если у вас переговоры, договоры, подписывание каких-то документов, тоже потрясающая история. Меркурий в понедельник в расходящейся квадратуре с Сатурном, но это очень хорошо приземляет нас четко и точно проверять документы, быть внимательными. При всем при этом Меркурий находится в знаке Рак, в гармоничном аспекте с Марсом, который в Тельце приземленный тоже, поэтому здесь для работы очень хорошая история, как раз-таки быть внимательными, продуктивно идти вперед, делать какие-то монотонные вещи, дела, при этом подключать свою внутреннюю мотивацию для того, чтобы делать дела приятные, раскладывать по полочкам в своей голове все, что хочется. Тем не менее, этот период Меркурия, который сейчас в июне происходит, помним, что 30 июня у нас Меркурий уходит в ретроградное движение до 23 июля. И да, он вернется опять в это же положение. Поэтому все, что сейчас мы не доделаем, будет вопрос вернуться уже после 23 июля и в начале августа этого года. Поэтому если вам не хочется решать потом эти вопросы в эмоциональном ключе перед коридором затмения, сделайте это сейчас. Вот такой понедельник, вот такой новый лунный цикл, который просит от нас просто взаимодействия, коммуникации и решения вопросов. 16 июня это вторник, Луна в знаке Рак уже, но при этом в квадратуре с Сатурном. День требует от нас решения систематически сложных задач, напряженных, вопросов бюрократической точности, проверки документов. При всем при этом Луна в Раке, хочется быть немножечко эмоциональными, где-то вот так себя накрутить, где-то эмоции показать. Будьте аккуратны с этой историей.
все-таки день требует стабильности сатурнианского внимания. Если у вас какая-то эмоциональная история, закрывать долги, очень хороший день. Решать какие-то такие сложные вопросы, которые накопились давно, тоже хорошая история. Прощаться с прошлым, старым, наводить порядок, выбрасывать какие-то прошлые истории своей жизни. Мусор из дома очень хорошо, очень хорошо. Прощаться с какими-то эмоциями, да, в том числе ради новой жизни, опять же, потому что у нас с этой недели Уран в квадратурах на кармические узлы, который движется, собственно, вся эта история движется к концу июля, когда у нас кармические узлы поменяют знаки. И да, здесь время такого ускорения, время движения вперед. Даже летние гороскопы у меня на днях выйдут. Это на самом-то деле скоростные будут гороскопы, потому что от нас лето просит такого движения, форсировать события, выбрасывать эмоции из жизни, от которых мы устали, дела, которые не приносят нам никакой пользы, не несут никакого развития. То есть у нас такое некое очищение ради движения вперед. И естественно, что это требует от нас таких эмоциональных вопросов. И вот вторник – это день, когда мы между эмоциями и событиями, да, и отделять нас от действий будет как раз-таки наш эмоциональный фон. Поэтому не эмоционируйте больше, чем нужно. 17 июня – это среда. Могу сказать, что абсолютно потрясающий день. Луна первую половину дня находится в знаке Рак, во вторую половину дня уже в знаке Льва, но при всем при этом она абсолютно гармонична в соединении с Юпитером, в соединении с Меркурием, потом будет соединение с Венерой. И это такая очень классная история, весь этот стеллиум, то есть соединение планет в гармоничном аспекте с Ураном. Вот здесь ускорение, движение вперед, запуск новых проектов, мощных, ярких, особенно если вам нужно выйти на публику. Можно хоть когда Луна в Раке, когда Луна во Льве, вообще потрясающе во второй половине дня, посещать мероприятия. В первой половине дня как-то вот хочется поспокойнее, вторую половину дня хочется ярче. И здесь каждый выбирает, в какой атмосфере ему приятнее, да, кто как привык, потому что же понимаем, что это общий гороскоп, дорогие, даже не разделен на знаки зодиака. То есть это просто эмоциональный фон, который будет нас преследовать в этот день. Поэтому захочется в среду 17 июня сделать нечто яркое, потрясающий, классный день. При всем при этом нами всеми будет руководить очень хитрый аспект, который, между прочим, всю эту неделю с нами работает. То есть он включается как раз-таки с 16 июня и всю неделю работает. Это Венера в оппозиции с Плутоном. Будьте аккуратны, дорогие, в отношениях, в финансах. То есть, как правило, этот аспект, когда нам хочется вложить большое количество денег, ой, на свои прихоти, на свои хочу, потому что Венера еще во Льве. Да, здесь есть такой момент вложить очень много денег, потратить их не туда. Поэтому будьте аккуратны с этим. Но аспект очень хорош в заработке денег, когда мы понимаем, что нам для того, чтобы жить ту жизнь, которую мы хотим, нужно включить на максимум свой инстинкт выживания. То есть поднимитесь на тот уровень жизни, на который вы хотите, и выживайте, либо стремитесь к нему, да, но при всем при этом здесь нужно посмотреть на себя, на свои истинные качества, где-то задвинуть свою гордыню, потому что Плутон, бьющий знак Льва, это разрушение нашей гордыни ради обретения и такого масштабирования своего таланта, который есть в каждом из нас. И да, среда абсолютно потрясающий день, 17 июня, для того, чтобы развивать свои таланты. Очень хороший день для запуска новых проектов, выходить на публику, уже говорила, посещать мероприятия, праздники, встречаться с важными, с нужными людьми, вопросы сделок, переговоров, приобретения автомобиля в том числе. И да, у нас Луна еще в гармоничном аспекте с Нептуном, и значит, в четверг Луна у нас будет еще в гармоничном аспекте с Сатурном. Договариваться сделку о недвижимости, смотреть свою недвижимость, которую вы хотите. То есть все, что настроено на улучшение качества жизни, среда потрясающая для этого день.
Но, естественно, если вы знаете, что у вас есть какие-то моменты, которые вас тормозят, например, долговые обязательства, разберитесь с этим во вторник, чтобы полностью насладиться всеми эмоциями среды. Четверг, 18 июня, Луна в соединении с Венерой в знаке Льва. Классный день, чтобы показать себя. Между прочим, и среда, и четверг потрясающий день для того, чтобы ходить на свидания, гулять, встречаться, романтика. То есть дни праздника. Луна еще и в гармоничном аспекте с Нептуном и Сатурном в четверг. А эта история однозначно приятных эмоций, приятных в том числе покупок. Но опять же, будьте аккуратны, потому что первую половину дня в четверг Луна тоже в оппозиции с Плутоном. И это когда мы, если не даем себе отчет в своих эмоциях, то мы можем ругаться, требовать чего-то от партнера, от второй половинки, не делать это сами. Поэтому проявляйте себя, свои таланты, идите к той цели, которую вы хотите, к той жизни, которую вы хотите жить. И да, знакомство в среду и в четверг 17-18 июня могут завязаться очень на долгое время, даже могут привести к браку, к такие серьезные новые отношения, которые привнесут потрясающие эмоции в вашу жизнь. И да, пятница, 19 июня, первую половину дня Луна в знаке Льва, во второй половине дня Луна соединяется с южным кармическим узлом в знаке Девы. И да, здесь Луна у нас уже выстраивается в квадратуру с Ураном, когда хочется резко что-то менять, резко что-то посчитать, все поменять, изменить планы. При всем при этом здесь нужна такая приземленность, четкое планирование. И вот если в течение недели ничего не сделать, то во второй половине дня в пятницу придет такое осознание: так, я ничего не сделал, не сделала, мне нужно срочно, резко прощаться вот со всем тем, что меня отвлекает, и двигаться в нечто новое. Точно так же здесь не переборщите, потому что когда Луна в квадратуре с Ураном, нам резко хочется бросить работу, в которой что-то нам где-то не нравится. Нам хочется бросить отношения, где нас кто-то что-то триггерит. А аспект Венеры с Плутоном, между прочим, это когда наш партнер нам в прямом смысле показывает и намекает на наши минусовые качества. Поэтому здесь не злитесь очень сильно на партнера, потому что нас всегда триггерит именно то, что сидит в нас самих. Поэтому здесь будьте благодарны человеку, который находится с нами, с вами, потому что уметь терпеть нас такими, какими есть, это тоже большой труд. То есть отношения это жизнь, в которой находятся двое, понимаете? Вот такая история. При всем при этом пятница хороший день для того, чтобы планировать, прогнозировать, строить планы, рассчитывать. Очень хорошая такая история. Даваться легко не будет. Розовые очки будут спадать, потому что здесь есть такая история немножечко разрушения наших эмоций, очарования, такого творческого порыва, когда все безгранично и беззаботно. Поэтому здесь не судите строго и не будьте слишком требовательны. Вот, для того, чтобы не разрушить всю ту жизнь, которая у вас уже есть. И помните, для того, чтобы жить новую жизнь, не обязательно обнуляться, все сводить под ноль и начинать заново, это долгий путь. Нет. Как правило, всегда это нужно поменять несколько своих привычек. И когда Луна переходит в знак Девы, это потрясающая для этого история. Поэтому меняйте свои привычки. Вторая половина дня пятница, суббота и воскресенье. Луна будет находиться в знаке Девы, хорошая история, прийти к планированию, к расписанию своему личному, поменять вредные привычки на полезные для того, чтобы двигаться к той жизни, которую вы хотите жить. Суббота, 20 июня, Луна в знаке Девы, первую половину дня Луна в квадратуре с Ураном, во второй половине дня абсолютно нет. Просто Луна в Деве, поэтому здесь приземление, отдых, расслабление, можно сходить в спа, можно сходить в бьюти-процедуры, отдых, гармония, релакс. И хочу сказать, что
Вот день, когда нужно, суббота, вторая половина дня, особенно провести вот так вот хорошо для себя, чтобы это было без напряжения на самом-то деле, потому что воскресенье, 21 июня, у нас летнее солнцестояние. И здесь нужно выбирать свое состояние на ближайшие 3 месяца лета. Астрономическое лето у нас с 21 июня по 21 сентября. Поэтому здесь, конечно же, планируйте свой летний сезон, не календарный, да, но тем не менее. Воскресенье, 21 июня, абсолютно потрясающий день, гармоничный день. Луна в абсолютно гармоничном аспекте с Марсом, то есть мы не будем раздраженны. В гармоничном аспекте с Юпитером, с Меркурием, когда хочется планировать, когда хочется масштабировать свою жизнь, когда хочется жить хорошо, когда хочется чему-то новому обучиться, что-то новое узнать, когда хочется немножечко в себе вот так покопаться, потому что во второй половине дня Луна будет в квадратуре с Солнцем, а это аспект, когда если мы в себе разбираемся, то мы понимаем, где-то мы не дорабатываем, начинаем это мягко корректировать и двигаться вперед. Опять же, Луна у нас в квадратуре с Лилит. И если перебороть все свои страхи, а здесь страх своего успеха, потому что не все выдерживают успех, то эта история получится очень хорошо. Я, конечно, планирую, советую вам планировать на это лето поработать со своими вопросиками волнения по поводу своего успеха. Почему вы не живете все-таки той жизнью, которую хотите жить, не работаете на той работе, нет тех самых счастливых отношений, потому что аспекты здесь вот 21 июня прям-таки благоволят обо всем этом подумать. Что еще? Распадается напряженная оппозиция Венеры с Плутоном. И с 21 июня у нас включается аспект. Если вы смотрели мой осенний гороскоп на 2025 год, «Осень силы», по-моему, у меня так назывался, там я рассказывала про аспект Юпитер в оппозиции с Плутоном. Очень мощный аспект для больших финансовых заработков или потерь. Опять же, да, но заработков легких не обещаю. Но опять же, при мощном планировании, раскрытии своего внутреннего потенциала и такого большого масштаба своей личности, нужно выходить здесь за рамки того, как вы жили, то есть становиться менее стеснительными, выходить из тех моментов, которые вы себе, например, когда-то запрещали. Я сейчас не про мораль говорю, да, потому что уровень морали – это такая история, которая у нас всегда есть личные границы, да, но при всем при этом кто-то не может себе позволить купить новый костюм. Почему? Потому что непонятно почему, да. Кто-то не позволяет себе работать на той работе, потому что вроде как, а что люди скажут. Или, например, те самые отношения, в которых вам просто хорошо, приятно, и вы чувствуете себя спокойно, потому что нормальные отношения – это когда в них хорошо, а не когда там эмоциональные качели. Но опять же, жизнь в социальных сетях, она такая интересная, которая сбивает фокус нормальности. Поэтому здесь очень хороший день, 21 июня, порефлексировать. Помните, день очень мощный, заряженный. Аспекты здесь абсолютно потрясающие, которые заряжают нас на все лето. И вот я предлагаю все-таки в этот день составить такой мощный, классный, интересный план, в котором вам будет понятно, что вы хотите сделать. Потому что Луна в Деве как раз-таки приземляет нас к четкости и понятности. И, как говорится, нужно не просто говорить, а начать делать. То есть вот если с 21 июня начать делать, делать и делать хоть по чуть-чуть каждый день того, что вы хотите, тогда жизнь начнет меняться интересно, классно и потрясающе. Ну а если вы не хотите ничего делать, абсолютно классный день для отдыха, для поездки, для расслабления, для каких-то интересных активностей, для прекрасного времяпрепровождения, ну, либо же для развития масштаба своей личности, и это очень хорошая история в том числе, четко планировать, продуктивно двигаться вперед, и все вопросы коммуникации, переезда, работы, повышения своего социального статуса, и здесь очень много таких интересных моментов, поэтому здесь, дорогие мои, на что у вас хватит своего желания. Поэтому желаю вам жить ту жизнь, которую каждый хочет. Это очень хорошо, очень важно и ценно, когда мы просто просыпаемся с таким невероятным уровнем счастья, когда мы наполнены тем, чем мы хотим.
Я желаю вам потрясающей недели. Специально записала этот гороскоп пораньше, чтобы вы распланировали эту неделю. Она очень важна. И здесь главное делать. Вот такой гороскоп. Дорогие, если у вас остались вопросы, оставляйте под видео дата, время, место рождения и ваш вопрос. Я возвращаюсь на канал, будете видеть меня чаще, и гороскопы на 3 месяца уже совсем скоро появятся в вашей ленте. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.